Приветствую, друзья! Продолжая развивать линейку наушников Селест, компания Kenera сделала им настоящий подарок, выпустив под их именем модель Plutus Best. Интересна она в первую очередь своим полнодиапазонным планарным излучателем, к которому для сочности баса добавили 10-мм драйвер костной проводимости, а для протяженности и изысканности на верхах одну кастомную балансную арматуру. Все это вписали в какой-то совершенно потрясающий по ощущениям корпус, ну и дополнили комплект столь же качественным медным кабелем из 48 посеребренных жил. Да, это мега интересные наушники, и я от них, признаться, без ума. О них сегодня и говорим. Поехали! Пришла модель в интересно оформленной картонной коробке с подробным описанием, что за чудовище этот Plutus, и перечнем их технических характеристик, где я бы выделил довольно низкий импеданс, равный 8 Ом, при чувствительности в 108 дБ. В комплект нам положили инструкцию с заводским графиком АЧХ, плотные кейсы с кожзаменителя, щеточку для ухода за наушниками, коллекционную фигурку Плутуса и целых 2 набора фирменных силиконовых амбушюр. Ничего особенного мне в них разглядеть не удалось, но пользоваться такими вполне можно. Кабель, на мой взгляд, выглядит не особо премиально, но он плотный, гибкий, сразу на балансном штекере 4,4 мм и с сопротивлением на каждой из жил равным 0,175 Ома, то есть действительно очень хорошее решение. Сами чашечки имеют просто феноменальное скругление, выполнены из приятной на ощупь гипоаллергенной смолы с отверстием для компенсации, специальным бортиком для удержания амбушюр, классическим уже вилочным коннектором и интересно так играющей на свету внешней частью. Корпус, кстати, тут полупрозрачный, то есть сквозь него прекрасно виден и драйвер костной проводимости, и планар, и маленькая арматурка вблизи звуковода. Если же по нему щелкнуть ногтем, то, как и в случае с CVG Konica, пойдет заметная такая отдача виброблока. Смотрится это прямо-таки залипательно, сидят они удобно, да и изоляция на вполне приличном уровне. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас достаточно быстрый по скорости затухания импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 0,47%, что очень неплохо. Фаза ведет себя естественно, а возмущение на 30 и 60 дБ наглядно демонстрирует работу уже описанного мной драйвера костной проводимости. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 9,5 дБ с хорошим таким заходом на середину, чуть более выраженное выделение области разборчивости с акцентами на 2,1 и 3,6 кГц и небольшой пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. После чего акцентом на 16 кГц нам возвращают звук в воздух и чуть подсвечивают верха. Небольшие рожки в районе 200 Гц – это тоже следствие работы виброблока. Настройка, думаю, тут ближе к Harman, но с более выраженными акцентами и чуть менее подсвеченными верхами. На графике я их сравнил с Moondrop May на пресете Harman. На слух же здесь все не менее круто, чем было в бюджетных Konica. Только теперь это не забавная игрушка, а серьезный такой уровень с уклоном в глубину, объем, насыщенность и прорисовку материала. Да, несмотря на довольно-таки эффектную с уклоном в бас-подачу, у нас прямо-таки очень неплохое разделение, точность, динамика и скорость отработки импульса. С в меру быстрой атакой, очень напоминающей живое исполнение и непередержанными затуханиями, то есть без смазывания, тумана или других нюансов отработки сигнала.
Верха тут тоже вполне естественны, без агрессивной яркости, колкости или сибилянтов. Причем, несмотря на все имеющееся разнообразие излучателей, звучание мне показалось равномерным, прекрасно сбалансированным и просто потрясающим в плане погружения в материал. Музыку в Best не слушаешь, ее скорее переживаешь как особо сильное впечатление. Естественно, за всю эту реалистичность, объем и музыкальные ландшафты спасибо в первую очередь, надо сказать, драйверу костной проводимости. Как им удалось настолько качественно и, главное, точно его укротить, для меня большая загадка, но работает он реально как часы. Согласен, на графиках видно, что в области его влияния чуть-чуть длиннее хвосты, но на вполне приемлемую величину, а искажения, напомню, тут составляют менее 0,5%. Зато вовлечение в материал просто фантастическое. Вибрацию прямо ощущаешь собственной кожей, есть понимание сцены, причем как в ширину, так и в глубину. Соответствующий реальности масштаб, вокал интимно так приближен к слушателю. А такие нюансы, как касание струн и легкое биение у духовых инструментов, передаются настолько четко и точно, будто ты действительно находишься рядом с музыкантом. Так что к уровню и качеству передачи аудиального полотна у меня никаких вопросов нет и быть их не может. Сравнить же мне их удалось с тоже недавно вышедшими Simgod EL500 LM, которые с одной стороны еще чище и детальнее героев обзора, а с другой не такие объемные, эффектные и живые. После Pluto's Best все решения от Simgod, честно говоря, воспринимаются как-то плоско, скупо и совершенно неестественно. Да, тактильное прикосновение к музыке, как говорится, дорогого стоит, и оно уже изначально заложено и грамотно вписано в настройку героев обзора. При этом по разрешению у них плюс-минус паритет, да и баса, если говорить о количестве, тоже примерно одинаково. То есть по уровню они идут прямо ноздря в ноздрю, но Best заметно сочнее и лучше раскрывается в плане ощущения присутствия. А вот куда более дорогие Teen Hi-Fi T5S Mars мне показались нейтральнее, спокойнее и гораздо суше. Кроме того, им надо прямо много мощности от источника. Герои же обзора, на мой взгляд, отлично споются даже с аналоговым выходом вашего смартфона или ноутбука, не говоря о мобильных ЦАПах, стационарных комбайнах или карманных Hi-Fi аудиоплеерах. Я бы их советовал ко всем решениям вне зависимости от ценового сегмента или каких-то особенностей подачи. Отсюда их, так сказать, полная жанровая универсальность. Джаз и записи больших симфонических оркестров не просто цепляют, а заставляют буквально раствориться в этой музыке. Молчу уже о роке, металле и всяческой танцевальной и не очень электронике. Это, друзья, стопроцентное аудиальное удовольствие. Причем низкие частоты здесь чистенькие, текстурные, серединка мелодичная и объемная, а верха, хотя и немного отведены назад, но столь же естественны и чисты. За свои $89 это, на мой взгляд, просто предел качества и впечатлений. При этом у них шикарное позиционирование и быстрая обратная связь, столь необходимые для компьютерных игр. А просмотр кино и сериалов из простого развлечения становится каким-то кладезем взрывных эмоций и эйфории. Хотел бы придраться, но при своей цене и по возможностям у них просто нет конкурентов. Queen of Audio Aviation, имея ценник в $200, далеко не такие эффектные и живые, а об одноклассниках вроде Tipsy Apps Star One даже говорить нет смысла. Да, драйвер костной проводимости и создаваемое им ощущение присутствия – это просто бомба. Переоценить такой эффект совершенно невозможно. Итогом наушники с большим планарным излучателем Celeste Pluto's Best удобно сидят
очень круто выглядят, имеют просто потрясающую настройку, предельно низкие искажения и, как на мой взгляд, абсолютно гениальную мелодику, прорисовку и уровень погружения в материал. Драйвер костной проводимости буквально на физическом плане позволяет нам ощутить касание струн, колебания мундштука, а также отдачу от басовых или ударных инструментов. То есть ты словно переносишься в комнату, где играет солидного уровня стационарная акустика. В дополнение ко всему, в них можно полноценно играть, смотреть видео, словно находишься в крутом кинотеатре, работать за звуком, да и вообще использовать их в любой сфере, где только могут быть применимы наушники. Очень крутой звук, причем как по однородности и балансу, так и по точности построения акустического полотна и наличию того самого тембрального объема у музыкальных инструментов. Мало что меня до такой степени трогает, но эти наушники смогли. Еще одна жемчужина в коллекцию реально дорогого, качественного звука. Это просто сверх круто. А на этом у меня все. Это были наушники Celeste Bluetooth Best. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подпишитесь. Всем, друзья, добра!